Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. И я протестировал весь контент нового Варбонда команда Спитоны против всех фракций на максимальном уровне сложности и готов поделиться своим мнением относительно боевой эффективности всего новоприбывшего вооружения и брони. Кроме того, обсудим с вами главные изменения после патча от 2 декабря и появление максимально облегченной версии игры на 23 гигабайта. Свежие комментарии гендиректора студии Arrowhead касательно получения новой стратегемы за успех в одном из будущих главных приказов, добавление модулей в меню кастомизации оружия, а также другие наиболее интересные и важные новости. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, начнем сразу же после короткой, но полезной рекомендации. Во вторник, 2 декабря, у всех хеллдайверов появилась величайшая возможность обменять свою кровно нафармленную 1000 суперкредитов на новые подгоны от Министерства обороны Суперземли, в том числе и в рамках ассортимента супермагазина. Как обычно, визуальную часть в виде паттернов для техники, карточек, плащей, а также звания я оценивать не буду. Устанавливать их в меню кастомизации или нет, это каждый из вас решит для себя сам. Поэтому сразу переходим к обзору вооружения. И тут, друзья, его подвезли немало. Основной слот – крупнокалиберная двустволка Думгая DBS-2 «Двойная свобода», которая притопала к нам прямиком из первой части Helldivers. Благодаря наличию среднего бронепробития и чудовищного урона в 840 единиц, а также возможности залпового огня сразу из двух стволов на целую 1680 урона, этот дрын без каких-либо проблем сможет показать врагам демократии их место в цистерне с А710, на свалке металлолома или в пачке засушенных кальмаров. Но в то же время не стоит забывать о наличии всего 2 выстрелов и средней по длительности перезарядки без бонуса от брони, которые могут сыграть с вами злую шутку в окружении противника. Штурмовая винтовка ARGL-21 двоечка обладает легким бронепробитием. На этом моменте многие адалазы просто скипнут данное оружие и будут неправы. Но почему, спросите вы? Да потому что у этого автомата отличные показатели прочностного и основного урона в 95 единиц, хорошая скорострельность, удобный прицел, комфортная отдача и разброс, а также самое главное, весьма взрывоопасная особенность – первый в игре подствольный гранатомет. Характеристики самой гранаты полностью скопированы с аналогичного пистолета-гранатомета в дополнительном слоте, что дает нам внушительные 650 урона с выстрела и среднее бронепробитие. И да, таких гранат в подствольнике целых 4. Закрыть норы, фабрикаторы и корабли противника не доставляет никаких проблем. Касательно пробития только легкой брони основным снарядом скажу вам простую вещь. Практически у каждого лоу и мид-тир противника, да даже у хэви-юнитов, которых вы встретите на самом высоком уровне сложности и которого можете задолбить из обычной основы, не прибегая к использованию мощных стратегем и не считая имбового извергателя с тяж-пробитием. У всех них есть свои очень слабые зоны. Пример. Распространяя нашу идеологию против автоматонов, внезапно встречаем бронированного шагохода, тут же стреляем в ногу или еще лучше в ракеты по бокам и отправляем его на свалку. Разрушители. Базированная стрельба в тыкву или, если не хотите ее выцеливать, в вашем распоряжении более объемная зона на их пузе. Берсеркеров так вообще можно фаршировать свинцом в силуэт, у них довольно слабая защита корпуса. Глыба, братишка Майка Вазовски. Заходим в спину и даем очередь в радиатор или еще быстрее гранату из подствольника. Обычные кавалеристы и рейдеры – это вообще мусор. Жуки, здесь вы вообще меньше всего почувствуете недостаток пробития. Мусорщики – все виды воинов, кроме прорывного штамма, охотники, альфа-командиры, сталкеры и крикуны – все шинкуется, потому как у них нет брони, способной отбить ваш снаряд. А как же Страшулья? У него же вся морда сплошная средняя броня. Спокойно контрим его очередью под брюхо. Более крепкой версии желчного блевуна заходим сбоку и по все той же схеме решетим брюхо или открытый рот без брони. А вообще в этой ситуации выгоднее выкинуть свой самый опасный козырь и взорвать пузатого фаршиста во имя демократии с одного выстрела. Иллюминаты. Сбиваем бронепластины на теле надзирателей и добиваем хилую тушку. Неизбиратели, дроны, платформеры без брони, тут все и так понятно. Конечно же, не стоит забывать, что при всем этом в трудной ситуации у вас еще есть возможность воспользоваться гранатами, не говоря о другом мощном вооружении. Так что
что же тогда вообще дает среднее бронепробитие в основном слоте в нашей любимой игре? За счет него вы становитесь более эффективным в плане урона, наносите не 65% от него по легкой броне при равном значении брони и пробития, а все 100%. Расширяете список доступных для поражения противников, например, сможете сбить истребитель иллюминатов, но это не значит, что на оружии с легким пробитием нужно по этим причинам ставить крест. Да, любителям на постоянку пострелять в силуэт эта винтовка вряд ли понравится, но если вам интересно выцеливать уязвимости врагов демократии и изучать что-то новое, разнообразить и чуть усложнить свой геймплей, определенно вам стоит присмотреться к двоечке и воспользоваться ей в боях. Какие же минусы у этой винтовки? Самый жирный и доставляющий множество дискомфорта – это стандартная, однако малая вместимость магазина, буквально 40 выстрелов. В стычках с большим количеством вражеского мяса очень часто приходится перезаряжаться. Общее количество магазинов без каких-либо бонусов тоже не рекордное, всего 6 штук. К сожалению, модулей на увеличение емкости боеприпасов не завезли, поэтому чуть исправить ситуацию поможет броня из Варбонда «Городские легенды» с пассивкой «Касади готов». А вот с чем у вас точно не возникнет проблем в плане количества боезапаса, так это новый эпичнейший стратегемный пулемет М1000 Максиган с буквально раскаленными от переизбытка свободы 6 стволами. Плюсуем сюда зверскую скорострельность, среднее бронепробитие и получаем настоящую грозу скоплений противника. Самый главный нюанс во всем этом великолепии – вы полностью лишаетесь мобильности при стрельбе из-за огромной отдачи и превращаетесь в подобие турели Гатлинга. Но отпустив гашетку и разобравшись с врагами, вы, конечно же, можете бегать и прыгать рыбкой. В общем, возвращаете себе все одолазные радости бытия. Про точность стрельбы в положении стоя вообще лучше умолчать. Она, мягко говоря, ужасная. Однако это можно легко исправить, стреляя в положении лежа. Тогда кучность попаданий становится в разы лучше. В плане боекомплекта Максиган тоже имеет свои особенности. Общее ожидание прибытия нового пулемета с орбиты составляет долгие 513 секунд. И перезарядить Максиган, например, с помощью союзника, нельзя. Однако ждать это время не обязательно. Пополнить количество веселья в ленте можно просто с помощью ящика с припасами или коробки с патронами. Идеально, если в бою у вас есть с собой союзник с рюкзаком припасов, который будет подкармливать М1000, пока вы находитесь в состоянии турели. Следующей стратегемой команда Спитоны стал двуручный, не менее эпичный пиломеч CQC-9 с нарастающим уровнем бронепробития, отличным радиусом и скоростью атаки, а также внушительным уроном. Хоть его и нельзя использовать вместе с баллистическим щитом, благодаря наличию тяжелого бронепробития в топе разогрева, можно даже замахнуться на крупную дичь в виде чарджеров или буквально распилить пополам глыбу автоматонов. Занимать ли оружием ближнего боя целый слот стратегемного вооружения, решать, конечно же, вам. Но пиломеч однозначно добавлен для разнообразия ощущений от игры для тех, кому это нужно. Замыкает список поддержки с орбиты огнеметный сторожевой пес Flame 75 Hot Dog, который способен зажарить даже тяжелобронированных противников, не говоря о более мелких целях. Все его характеристики полностью идентичны другому огнемету в основном слоте – Flame 66 сжигатель, а благодаря наличию бонусного урона по некоторым противникам, этот лучший друг Хеллдайвера справляется с ними еще быстрее. Союзники, кстати, тоже безусловно оценят вашего нового питомца в арсенале. Наборы брони на любой вкус и цвет с пассивной способностью кремень, увеличивающий стойкость Хеллдайвера, однозначно будут полезны на фронтах с большим количеством рэгдолла и позволят реализовать любое оружие ближнего боя благодаря 100% бонусу к его урону. Что до внешнего вида, мне как любителю серии игр Doom очень понравилась отсылка в виде средней брони RS6 с говорящим названием «Убийца демонов», которая стала отличным дополнением к двойной свободе. Ну и как же без новой забавной эмоции наклона вперед, или по-простому анжумания, которая позволит вам мало того, что перевести дух после затяжных боев, так еще и провести время с пользой, за прокачкой нескольких мышечных групп. Подводя свой личный итог по всему наиболее интересному контенту команда Спитоны, могу с уверенностью сказать, что эта премиальная заслуга уж точно стала одной из самых эпичных и фановых среди остальных в плане вооружения. Закосплеить сцену из фильма «Терминатор» или «Хищник», пожалуйста. Рвать и кромсать двустволкой с чудовищным
мощным уроном, есть и это – распилить тяжело бронированного противника пополам, без проблем. Еще и завезли первую броню, уменьшающую влияние рэгдолла. Дайте 3. Соглашусь, что в плане боевой эффективности, особенно против наиболее опасных противников, Максиган и уж тем более Пиломеч уступают более мощному вооружению, но в ряду пулеметов даже при наличии минусов М1000 точно займет свое место, как и CQC-9, который, да простит меня демократия, играется лучше, чем единственный флаг суперземли. В целом, именно новичкам я бы точно не порекомендовал брать данный варбонд. В этом случае лучше взять старую добрую классику, демократический подрыв или не так давно появившихся песчаных дьяволов. А вот бывалым хеллдайверам, умеющим пользоваться сильными сторонами вооружения, для разнообразия и для коллекции в арсенале однозначно брать. Напишите и вы свои мнения уже после использования командос питонов во время выполнения заданий. Думаю, остальным адалазам будет интересно их почитать перед покупкой. С релизом следующего варбонда 2 декабря, конечно же, вышел и соответствующий патч с множеством изменений вооружения. Разработчики продолжили курс разграничения ПП и пистолетов от других типов оружия в плане эффективности в ближнем бою. Некоторым из них, таким как Защитник, Взыскание, Миротворец и Вердикт, подтянули оба вида урона. Контент из коллаборации с игрой Halo тоже получил улучшение урона с выстрела. Переменная из особого слота не стала исключением. В очередной раз понерфили некоторых врагов. Боевому шатуну, бронированному блевуну и сталкеру уменьшили силу воздействия на хеллдайвера, из-за чего частота случаев рэгдолла от этих противников была уменьшена. Весьма хорошим нововведением стали горячие клавиши для переключения свойств оружия с целью повышения удобства его использования. Например, теперь можно назначить кнопку для быстрой смены типа боеприпаса в автопушке. Кроме того, был обновлен вид от первого лица для лучшего восприятия, а также, согласно тексту патчноута, было исправлено множество недоработок и улучшена производительность. С полным списком изменений на русском языке вы, как всегда, можете ознакомиться в нашем телеграм-канале, где оперативно выходят все важные новости по игре. Что касается личного опыта после выхода обновления, я не заметил кардинального увеличения стабильности FPS. Крупные взрывы все так же роняют число кадров даже на топовой системе практически до уровня плинтуса. Искажение и пропажа звука после нескольких боев по-прежнему на месте. Но все же радует, что разработчики продолжают работать над технической частью игры, а после следующей новости ПК-адалазы впадут в шоковое состояние. Момент, которого ждали многие игроки, настал. Для Steam-версии игры был выпущен максимально облегченный клиент, занимающий всего 23 гигабайта на жестком диске. Разработчикам удалось выполнить свое обещание, и благодаря партнерам из Nixxes они смогли полностью удалить дубликаты данных, из-за чего размер установки на ПК уменьшился со 154 до 23 гигабайт, что в общей сложности позволило сэкономить 131 гигабайт. При этом качество текстур и стабильность работы игры, судя по отчетам студии Arrowhead, не пострадали. Чтобы установить более легкую Slim-версию, вам необходимо в вашей библиотеке Steam нажать правой кнопкой мыши по игре Helldivers 2 и открыть свойства. Далее выбрать вкладку бета-версии. В раскрывающемся списке участия в бета-тестировании выбрать Prot Slim. Далее просто закрыть окно свойств и подождать, пока Steam загрузит патч. Удалять игру самому не нужно. При распаковке все лишние файлы удаляются сами. Важно установить Slim-версию на чистый клиент без модов, потому как стабильная работа облегченной бета-версии вместе со сторонними модификациями не гарантируется. Если вы вдруг захотите отказаться от бетки, просто повторите описанные выше шаги и выберите «Нет» в раскрывающемся списке участия в бета-тестировании. Установщик Steam вернет старую версию автоматически. Как сообщает студия Arrowhead в своем блоге, вскоре компактный клиент станет основным после успешного прохождения стадии бета-тестирования игроками. Не менее интересной новостью стало назначение Джастина Лина в качестве режиссера полнометражной ленты от Sony по мотивам вселенной Helldivers. Ранее Лин работал над несколькими частями Форсажа, что может косвенно свидетельствовать о наличии огромного количества экшена в будущем проекте. Сценарий напишет Гарри Доберман, который работал над серией фильмов ужасов «Оно» и «Проклятие Аннабель», что, на мой взгляд, уже намекает на большое количество саспенса и мяса. Кроме того, по словам инсайдеров, режиссер не является геймером и стремится найти человечность в персонажах, а также вплести в историю актуальные темы, одновременно создавая мир и мифологию. Конечно, весьма печалит, что режиссерское кресло займет далеко не фанат игры, но возможно,
Возможно, в сотрудничестве с разработчиками этим деятелям Голливуда получится реализовать глубокую историю героев нашей Великой Федерации Суперземли, таких как Генерал Браш или Джон Хеллдайвер, о которых мы, кстати, знаем не очень много, и все это вместе дополнит лор игры, став добротной его частью. Однако состав персонажей и кто именно будет играть в фильме пока неизвестно. Актерский состав картины, к сожалению, не раскрывается. Главный исполнительный директор студии Arrowhead Шамс Джорджани в очередной раз пообщался с сообществом в официальном дискорде игры. Весьма загадочный ответ поступил на вопрос о появлении новой стратегемы за победу в одном из будущих главных приказов, как, например, это было с противотанковыми минами и орбитальным напалмом. Мы уже это обсуждали. Ожидание делает вкус лучше, когда блюда приносят на стол, не так ли? Как видим, SEO не отрицает появление такой награды, но и ничего конкретного, к сожалению, он опять не сказал. По поводу выплаты технического долга и решения проблем с игрой, по заверениям Шамса, после недавних патчей стало лучше, но работать еще есть над чем. И это действительно так. Оптимизацию и стабильность необходимо улучшать как можно скорее и в будущем поддерживать уровень на постоянной основе. Но уже сейчас, благодаря выходу интересного Варбонда и прошлым обновлениям с фиксами, Джорджани отметил положительную динамику рейтинга Helldivers 2 и настроение сообщества. Сейчас все намного лучше, рейтинг Steam растет, разработка продвигается и вам, похоже, понравился новый Варбонд. Завершая подборку ответов SEO, стоит сказать о кастомизации оружия. На сегодняшний день планы по расширению данной системы у команды есть, но Джорджани пока не готов поделиться подробностями на эту тему. На этом мы заканчиваем с главными темами этого ролика. Далее вас, как всегда, ждет обзор текущего ассортимента товаров супермагазина и личный приказ на ближайшее время. Ассортимент супермагазина на ближайшее время представлен предметами, связанными с Варбондом команда Спитоны. Успейте приобрести мощнейшую двустволку DBS-2 «Двойная свобода», надежную броню RS-6 «Убийца демонов» с пассивкой на стойкость к рэгдолу и увеличение урона в ближнем бою, а также тематический плащ и карточку игрока. Личный приказ на ближайшие сутки: успешно эвакуироваться, добыв обычные образцы. Пробил час нашей постоянной рубрики «Комментарии подписчиков под прошлым видео». Первым на сегодня стало сообщение от Эндрю. Очень ждем мощнейший и сильный анонс от стрелоголовых на выставке. Думаю, ничуть не уступающий прошлогоднему. Лично я думаю, что ждать новых анонсов на ТГА определенно стоит. А что это будет конкретно, уже секрет. Следующий комментарий от перехватчика. Когда они уже добавят метку для обороны планет? Именно отмечать планету, с которой идет атака. А долазы как мотыльки летят на значок обороны, игнорируя все и вся. Эта идея уже множество раз была предложена игроками на Reddit, и я в том числе поддерживаю это нововведение. Но, видимо, гейммастер Джоэл боится, что мы станем слишком сплоченными и искореним тиранию по всем фронтам. И последний на сегодня комментарий от твоего бати. Миниган добавили, теперь ждем танк и БТР. С танком все сложно, а вот камбэк БТР в ближайшее время уже более вероятен, учитывая недавние известия от копателей файлов. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эдско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.